А если уже начался процесс развития заболеваний, мочекаменная болезнь, то есть если оно уже существует, что с этим необходимо начинать делать? Когда уже заболевание мочекаменное вас настигло, и вы уже, возможно, работали над тем, чтобы камни не формировали, чтобы камни исчезли и так далее. Теперь вы, кстати, знаете, почему они появились. Что необходимо делать и какая стратегия ваша должна быть? Первое, вы должны знать, что в большинстве своем все абсолютно процессы и проблемы, которые возникают в почках, у нас связаны конкретно с надпочечниками, почками и половыми гормонами. То есть в случае, если вы будете активно работать над тем, чтобы половые гормоны формировались, создавались, работать над тем, чтобы почки не жили в состоянии нагрузки, я сейчас объясню, как это сделать, то вы сможете очень хорошо начать себя чувствовать. А о чем я говорю? Итак, первые процессы — это формирование половых гормонов. Мы этот процесс рассмотрели, свои рекомендации дал. Это трибулус, мускус, ну и дополнительный кальций. А теперь, что делать с почками? Итак, вы должны знать, почки больше всего страдают от двух вещей. Первое, от трех на самом деле. Первое — это употребление белков, употребление мясной пищи. Почему? Употребление белков, употребление мясной пищи в дальнейшем приводит к появлению пуринов или оксалатов. Такие оксалаты являются оксалатными новообразованиями, которые очень ухудшают работу почек. Что необходимо делать? Первое, уменьшить употребление животных белков. Второе, уменьшить употребление, на время хотя бы, то есть перестать есть мясо. Стать на какой-то период времени хотя бы частичным вегетарианцем для уменьшения количества формирующихся пуринов. Применять можно препараты, которые будут устранять появление пуринов в случае, если вы не можете отказаться от мясной пищи. Это препарат моей компании Манкулит. 1 чайная ложка на стакан воды, и уролиз, 1 чайная ложка на стакан воды, можно и одного и другого на 1 стакан воды 1 раз в день. Путем увеличения употребления калия, то есть каждый день съедать не менее 100 граммов яблок, желательно, чтобы яблоки были кислые, в них больше калия находится. Калий также находится в меду, его можно использовать и принимать 1 чайная ложка без воды. Желательно его принимать с небольшим количеством куркумы или имбиря. Желательно имбиря, потому что и в имбире высокое количество калия, и в куркуме высокое количество калия, и в меду высокое количество калия. Это будет очень полезно для ваших почек, как бы блокируя появление пуринов. Но и основное — увеличение употребления жидкости. И второе — это уменьшение употребления глюкозы. Оказывается, чем выше в организме инсулин, тем больше в почках камней. Именно поэтому необходимо переходить на диету, которая называется инсулинорезистентная диета. Это диета, в которой максимально исключаются активные или тяжелые углеводы. Это сладкая пища, это однозначно алкоголь, его необходимо тотально убирать. То есть это и пиво, это продукты более тяжелые, это продукты тяжелого алкоголя, спирты или содержащие спирты. Такие продукты при заболеваниях почек категорически не рекомендуется принимать. И мой препарат, который я разработал специально для того, чтобы убрать существующие камни или конкременты, независимо от того, является человек, лечил он почки, не лечил почки, сейчас имеет камни, боится, что эти камни начнут шевелиться, двигаться, дергаться или еще что-то там начнет происходить. Я рекомендую принимать мой препарат, который называется Нефромакс. Данный препарат с успехом устранит камни в почках. 1 таблетка 2 раза в день, утром натощак, вечером перед сном. Данный препарат с успехом устраняет формирование каменной болезни. В случае, если каменная болезнь, уже мочекаменная болезнь появилась, устраняет камни, уменьшает камни, устраняет почечную недостаточность. Великолепный препарат, рекомендованный мужчинам и женщинам. Принимать его необходимо в небольших дозах по 1 таблетке 2 раза в день. Увеличивает мочеиспускание, улучшает общее состояние.